Какова сила должна быть приложена к левому концу рычага в точке 1, чтобы рычаг находился в равновесии, весом рычага пренебречь? Данный рычаг, дана масса в 10 кг, которая находится с одной стороны рычага, какую силу нужно приложить с другой стороны рычага для того, чтобы рычаг находился в равновесии? Если рычаг находится в равновесии, сумма всех действующих сил, результирующая сила должна быть равна нулю. Для этого нам не обязательно сейчас именно это использовать, но, как правило, обязательно это нужно говорить. Какая здесь будет действовать сила? С одной стороны действует сила P, это вес. P, естественно, равно G. Если сила P, вес этой массы, действует по часовой стрелке, сила F должна действовать против часовой стрелки. Момент силы F будет по отношению к моменту силы P будет противоположный. Они должны быть равны и должны компенсировать друг друга. И что здесь еще уравновешивает эти силы? Дело в том, что рычаг уравновешивает реакция рычага, скажем так, которая будет равна сумме этих двух сил F плюс P, если мы их сложим вот в этом направлении. Для того, чтобы сложить, мы векторно сложим, рычаг находится в равновесии, значит, тогда получается, что сумма всех сил, имеется в виду R плюс F векторная и плюс P равна нулю. А для того, чтобы убрать векторы, мы можем так записать, что модуль силы F плюс модуль силы P равен модулю силы R. В данном случае. Но кроме этого, рычаг не должен еще вращаться относительно точки подвеса. Вот его точка подвеса рычага. Тогда моменты, действующие с одной и с другой стороны рычага, должны быть одинаковы, должны это компенсировать. Векторная сумма моментов действующих сил тоже должна быть равна нулю. Это если мы берем за положительное направление момент силы P, так это будет отрицательно. С другой стороны, мы можем так записать, что момент силы P должен быть равен моменту силы F. Это даже по модулю. Они друг другу противоположны. Какие здесь действуют моменты? С точки зрения плеч, тут указаны отношения плеч. Это плечо в 2 раза меньше, чем это плечо. Это точка 1. Обозначим это значение через L, каждое деление L маленькое. Итак, момент силы будем сразу писать. Мы знаем о том, что они противоположные, поэтому напишем их значение модуля. Модуль момента силы P будет равно P, что множится на L. Модуль момента силы F будет равен F, что множится на сколько? На 2L. И будем забывать о том, что модуль – это произведение силы на плечо, а плечо – это перпендикуляр от точки подвеса на направление действия силы. То же самое здесь. Здесь углы 90 градусов с двух сторон, поэтому вот эти значения относительно направления действия силы будут перпендикулярны на точку вращения. Так можем это дело все приравнять сейчас. Модули моментов будут одинаковые, только единственное, что как вектора они направлены друг друга в противоположную сторону. Так, PL получается равно 2FL. Что здесь можно? L можно сократить. F равно будет чему? P делить на 2. Возьмем значение G 10 метров за секунду в квадрате. Можно 9,8 или 10 метров за секунду в квадрате. Ну, возьмем 10 метров за секунду в квадрате. P здесь равно mg. Итак, сила F, которая должна быть приложена к точке 1, должна быть равна mg делить на 2. Или равна чему? M масса 10 кг. Умножим на 10 метров за секунду в квадрате и делим на 2. Получаем 50 килограмм на метр на секунду в квадрате, что получаем 50 ньютонов. Сила F должна быть равна 50 ньютонов для того, чтобы рычаг находился в равновесии.